Привет! Меня зовут Наташа, и я рада приветствовать вас на своем канале CodeFocus. В данном видео я расскажу о структуре веб-документов, а также с чего лучше всего начинать работу. Первое, с чего стоит начать, это внимательно посмотреть и изучить макет. Так, открываем макет. Открыли наш макет. Мысленно разбиваем страницу на блоки. По структуре. Сразу видим шапку или хедер. Далее видим баннер. Следующее, что мы видим, это краткое описание услуг. И завершает наш макет футер или подвал. Далее открываем панель слоев. И если дизайнер сделал свою работу грамотно, мы видим, что у нас по папочкам структурно разделены наши блоки. Тут мы видим header, баннер, контент главный или услуги, которые мы уже обсуждали, и футер или подвал. Далее мы с вами договаривались о том, что попробуем несколько редакторов кода. Пусть сегодня это будет Sublime Text. Для начала мы его установим. Как установить Sublime Text, можно посмотреть в предыдущем видео. Далее создадим новый документ. Следом предлагаю сделать так. Расположить окна так, чтобы они помещались в видимую область на нашем экране. Вся структура нашего документа заключается в теге HTML. Между этими тегами располагаются два блока. Head и Body. Секция или блок Head – серия заголовков, включает в себя описание параметров веб-страницы, и следует запомнить то, что данная секция не отображается в браузере. Что же касается секции Body, она содержит в себе все то, что может описать структуру и оформление нашего документа, а также различные параметры для информационных ссылок. Давайте попробуем создать свою первую веб-страницу. Итак, что такое doctype? Doctype – это элемент, указывающий браузеру о том, какая версия HTML будет использоваться на данной странице. Сейчас используется HTML 5 версии, но если вам будет интересно, то прочитать про предыдущую в интернете не составит труда. Тут я углубляться уже не стану. Сохраняем документ с расширением HTML. Назовем его индекс. Сразу видим, что у нас появилась подсветка кода, как я рассказывала в прошлом видео. Немножечко выровняем. Чтобы было красиво. Сохраним. Далее давайте откроем эту страничку в браузере. Мы сразу видим, что в нашей вкладке отображается текст из нашего title. А на нашей странице текст, который находится в теге body. А давайте попробуем кое-что добавить.
Сохраним. Обновим страничку и с легкостью можем наблюдать изменения. Что же тут происходит? Имя тега h1. Все имена тегов заключаются в угловых скобках. Большинство из них имеют закрывающиеся теги. h1 открывается, h1 закрывается. А также h2, h3, h5 и так далее. Это теги заголовков. Можно добавить и посмотреть, как будет. Сохраняем. Заголовок Санкт-Петербург h1 и Москва h2. Существуют также теги-параграфы. Теги, в которых обрамляется простой текст. Например, «Привет, мир». Сохраняем. Обновляем. Это тег для параграфа. Здесь мы можем написать «Всегда на высоте». Тег параграфа у нас будет иметь, например, текст, который у нас используется в макете. Сохраняем. Обновляем. Теперь мы видим, что будет, если наш текст будет очень длинным. Для таких случаев есть теги переноса строки. Например, строка переносится после слова «свободного». После слова «свободному» вставляем тег переноса строки. Сохраняем. Проверяем. После слова «свободного» у нас остался тег переноса строки, и наш текст перенесся. Тег BR – это не парный тег, поэтому так он открывается, а так он закрывается. Тег H1 – это парный тег. Он открывается вот так и закрывается вот так. Также непарным тегом является тег горизонтальной линии. Тег горизонтальной линии – это тег HR. Сохраняем и проверяем. Существуют также теги, не требующие закрывающихся. Например, тег AMG. Давайте рассмотрим, как мы будем использовать его на деле. Тег AMG используется для показа изображений. У этого тега есть атрибут src, который нам показывает путь до изображения. Путь, где мы можем найти картинку. И атрибут alt. Название нашей картинки. Сейчас мы экспортируем наше изображение. Существует несколько способов экспорта изображений, но мы воспользуемся самым быстрым. Рекомендую сразу переименовать изображение. Если мы не знаем, как оно переводится на английском, то лучше всего забить в поиск и перевести его на английский. Для удобного обращения, для удобного вызова и так далее. Сохранили. Изображение находится в том же месте, где у нас находится наш файл. Поэтому в атрибуте тега img_src мы пишем просто название нашего изображения. Атрибут alt – это атрибут, который помогает описывать нашу картинку. Сохраняем и проверяем. Картинка появилась. Для чего нужен атрибут src, понятно. Это путь до нашей картинки, которая будет отображаться на веб-странице.
Для чего же нужен атрибут alt? Это атрибут, который описывает нашу картинку. Для чего он нужен? Когда вы едете, например, в поезде или у вас плохо ловит интернет, то сначала вы увидите надпись. Надпись, которая написана в этом атрибуте. А дальше подгрузится картинка, то есть пользователям будет понятно, что в данном месте на странице не пустое место, а там находится картинка. Второй важный пункт о том, что люди с ограниченными возможностями, например, люди с плохим зрением, используют скринридер. И если мы не укажем атрибут alt, скринридер прочитает наш тег как просто строку текста. И человек с ограниченными возможностями просто не поймет смысла вырванного из контекста. Но тут давайте посмотрим пример. Siri, включи VoiceOver. Окей. Welcome to VoiceOver. VoiceOver speaks descriptions of items on the screen and can be used to control the computer using only your keyboard. VoiceOver on Chrome. Hello, Google Chrome incognito window. Hello, web content has keyboard focus. You are currently on web content. To enter the web area, press Control Option Shift down arrow. Parachute image. You are currently on an image inside web content. To exit this web area, press Control Option Shift up arrow. VoiceOver прочитал наше изображение как parachute image, то есть он объяснил пользователю, что это изображение парашюта. Давайте посмотрим, как бы он объяснил изображение без атрибута alt. Hello, web content. You are currently on web content. To enter the web area, press Control Option Shift down arrow. /parachute.png image. You are currently on an image inside web content. To exit this web area, press Control Option Shift up arrow. Поняли разницу? Наша картинка может называться не всегда парашют. Наша картинка может называться... Сейчас мы посмотрим, как скринридер представит наше изображение пользователю. /132-20180120-ootr.png image. You are currently on an image inside web content. To exit this web area, press Control Option Shift up arrow. Просто набор каких-то символов, которые непонятны. VoiceOver объяснил нам, что это будет изображение, но что на нем изображено, мы так и не смогли понять. Siri, выключи, пожалуйста, VoiceOver. Окей. Функция VoiceOver выключена. Вот почему мы стараемся использовать атрибут alt в названии изображений. Будем надеяться, что и вы будете использовать его по назначению. Далее немаловажным тегом является тег ссылки или гиперссылки. Ссылку можно описать тегом A. На макете мы сразу видим, что ссылкой будет слово подробнее. Тег А у нас тег ссылки или гиперссылки. У него есть очень важный атрибут, это href. Href – это атрибут, который показывает путь, куда мы перейдем дальше. Путь между страницами веб-сайта. Мы можем написать решеточку, которая будет объяснять нам, что ссылка пока в разработке и никуда не ведет. А можем создать новый документ для проверки работы ссылки. Здесь мы видим, что эта ссылка явно будет вести на страницу услуги Парашют. Поэтому сразу ее так и назовем. Сохраняем. И ставим ссылочку на страницу, которая находится в этом же месте, где и первая. То есть вот они рядышком лежат. Обновляем. Нажимаем, переходим. Парашют, парашют. Далее существуют списки. Оформляются они вот так.
глобальный тег списка и тег элемента списка. На нашем макете списком представлено наше меню, как меню в хедере, так и меню в футере. Сохраняем страницу, обновляем и смотрим. Вот мы видим, как отобразился списочек из нашего подвала. Самый распространенный тег верстки – это div. Это структурный тег, он в основном описывает структурные блоки страницы. А теперь давайте немножко подумаем о том, какие существуют способы работы над оформлением документа. Сейчас я покажу вам 3 варианта и советую запомнить их все. Первый вариант у нас инлайновый. Инлайновый означает то, что оформление записывается внутри структуры тега. Например, мы видим, что ссылка подробнее у нас вот такого цвета. Значит, мы и пишем style, потому что оформление передается через style. Color – это цвет. И описание нашего цвета. Сохраняем. Видим, что у нас цвет ссылки изменился. Также мы можем написать, что она у нас имеет все буквы заглавные. И не имеет подчеркивания, стандартного подчеркивания из браузера. Сохраняем. И видим, что ссылочка у нас поменялась. Следующий вариант – это внутренняя таблица стилей. Располагается она внутри тега head. Например, мы хотим во внутренней таблице стилей описать наш заголовок. Смотрим цвет, которым он отображается. И записываем. Поскольку здесь мы писали оформление прямо в теге, нам не нужно было писать, к какому тегу оно относится. А наше оформление относилось к тегу А. Наш заголовок имеет тег h1. Значит, нам нужно написать h1. Color. Цвет, который мы скопировали из фотошопа. Цвет обновился. Третий способ оформления документа – это внешняя таблица стилей. Это наиболее распространенный вариант. Ссылка на таблицу стилей указывается в теге head. Например, атрибут, указывающий на то, что это у нас таблица стилей, тип таблицы стилей и ссылка на таблицу стилей. Давайте ее создадим. Сохраним ее как просто style. Здесь мы ее подключим точно так же, как подключали изображение или как
оформляли переход по гиперссылке. А в таблице стилей опишем наш текст. Наш текст имеет такой цвет. Наш текст находится в теге P. Сохраняем и проверяем. Цвет применился. Получается, структура документа находится в файле HTML, а само описание свойства элемента определяется в файле style.css. В следующем своем видео расскажу о семантике веб-документа. Спасибо за внимание и до новых встреч на канале Код Фокус.